Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам американских сидельных тягачей в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать капотный трехосный сидельный тягач марки Diamond Trio. Модификация Rider, которая копирует прототип 1974 года. Это довольно старая модель, она была доступна в продаже около 5 лет назад и продавали ее в Европе за 79 евро 95 центов. Конечно, не дешевая масштабная копия, но это в целом довольно адекватная цена за американский грузовик в 64 масштабе, потому что у некоторых производителей подобные модели стоят как минимум в 2 раза дороже. И у меня пока что в коллекции в 64 масштабе американские грузовики представлены только от производителя NeoScale Models. В общей сложности тех моделей, которые пошли в серийное производство, насчитывается порядка 40 единиц. Некоторые модели идут в наборах с полуприцепами, их мы тоже рассмотрим в будущих видеороликах. И у Neo на сегодняшний день Diamond Trio в модификации Rider представлен в 4 вариантах исполнения. Модели отличаются друг от друга схемами окраски. Также два грузовика имеют обычную переднюю ось, а у двух грузовиков она смещена на заднюю часть. И опять же, два грузовика с обычной дневной кабиной, а два грузовика имеют дополнительный спальный отсек. И 3 модели мы уже с вами рассматривали, но я для сравнительного видеоролика приготовил Diamond Trio Rider с обычной передней осью, но со спальным отсеком, и мы посмотрим, чем он отличается от последнего грузовика, который я покажу в сегодняшнем видеообзоре. И мне нравятся американские сидельные тягачи, я их собираю не только в 64 масштабе, но и в классическом масштабе 1 к 43. Правда, у меня в 43 масштабе больше грузовиков от XO Models. Они активно взялись за выпуск американской техники, и у них большинство моделей дублируют те грузовики, которые предлагались во французской и в испанской журнальных сериях. Отличий на самом деле не так много, это схема окраски. Конечно, в журнальной серии грузовик шел в комплекте с полуприцепом, в обычной коробочке XO Models поставляется только отдельно сидельный тягач. У модели от XO некоторые элементы из фототравления. В журнальной серии они сделаны из пластика. И опять же, модель от XO поставляется в дисплей-кейсе. Модели из журнальной серии идут в обычной картонной коробке. И вы в комментариях можете написать, а какие грузовики собираете вы. Возможно, у вас в коллекции есть отечественный автопром, возможно, у вас тоже есть американские сидельные тягачи, а возможно, вы собираете какую-то другую технику, которую я не показывал на своем канале. Давайте начнем с обзора этого замечательного грузового автомобиля. Он поставляется в классическом боксе от NeoScale Models, картонка голубого цвета, указан производитель. На нижней стороне картонной коробки вы можете ознакомиться с различной информацией. Эти модели изготовлены в Китае, есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете, и указан прототип. Diamond Trio Rider SBFA, цвет темно-синий, Neo, масштаб 1 к 64. И мне нравятся подобные грузовики, и преимущество моделей в 64 масштабе заключается в том, что эти машины занимают довольно мало места. По размеру они примерно такие же, как обычная легковушка в 43 масштабе. Если бы подобный грузовик был в 43 масштабе, то он был бы в 1,5 раза больше. Соответственно, была бы более крупная упаковка, и эти модели занимали бы значительно больше места. У Neo традиционно хорошая покраска, у этой масштабной копии довольно симпатичный темно-синий цвет, на дверках есть логотипы предприятия. Также грузовик довольно аккуратно собран, нету подтеков клея, криво установленных деталей, во всяком случае, которые сразу явно бросаются в глаза. Довольно хорошие колесные диски, они окрашены в серебристый цвет. Правда, на этом варианте на дисках отсутствуют сквозные отверстия. И также диски обуты в резиновые покрышки. На покрышках не хватает боковой маркировки, но в целом довольно хороший протектор. И эти покрышки у всех грузовичков от NeoScale Models в 64 масштабе одинаковые, они взаимозаменяемые.
У грузовика кабина и спальный отсек сделаны из эпоксидной смолы, рама грузовика металлическая, навесные детали сделаны как из пластика, так и из эпоксидки. Например, колесные диски и выхлопные трубы – это пластиковые элементы. У машины окрашен интерьер, он выделен в светлых тонах, тоже, в принципе, его довольно хорошо можно рассмотреть сквозь маленькие окошки. Такие элементы, как зеркала заднего вида, клаксоны, габаритные огни на крыше, дверные ручки, поручни, бампера и облицовка радиатора, здесь окрашены серебристой краской с мелким зерном. Возможно, можно было бы сделать эти элементы в хроме, но мне решение в серебристом цвете нравится даже больше. Оно выглядит как-то более правдоподобно. Также с правой стороны присутствует воздуховод. На топливных баках присутствуют подножки. Есть подножки на задней части рамы за кабиной. Также есть аккумуляторный ящик. Седло здесь двигается. Задние фонари сделаны в виде прозрачных элементов. На некоторых моделях от Neo в 64 масштабе эти детали рисуют просто красным лаком. И непонятно, почему у некоторых грузовиков более хорошая детализация, а на некоторых моделях есть упрощение. Но у меня такое предположение, что эти модели разрабатывали две разные команды. И одни делали более простые изделия, вторые заморачивались и делали более высокую детализацию. Также присутствуют регистрационные номерные знаки, они в красном цвете на белом фоне. Сзади присутствуют перекидки, две выхлопные трубы. И у этого грузовика в целом довольно хорошая проработка нижней части, но я не буду сегодня откручивать модель от подиума, потому что она довольно хрупкая и при откручивании может повредиться. У меня были случаи, когда я неправильно брался за кабину грузовика и ломал некоторые детали, потом приходилось их подклеивать. И давайте покажу вам еще один грузовик Diamond Trail Rider, который есть в моей коллекции. Это машина с немножко видоизмененной передней частью. Здесь, как вы видите, другая схема окраски. Также немножко отличается орнамент по своему дизайну. Кабины у машин идентичные, также идентичен интерьер. Интерьеры похожие по цвету, но у машины коричневого цвета он немножко светлее. И, как вы можете видеть, отличаются облицовки радиатора, также отличается форма переднего бампера, отличается длина рамы, и у грузовика с обычной передней осью отличаются задние колесные диски по своему дизайну, и они также окрашены в цвет кабины грузовика. И, на мой взгляд, отличий у машин довольно много, чтобы иметь все модели в своей коллекции, но если у вас ограничен бюджет и вы хотите выбрать какой-то определенный грузовик, то тут сложно сказать, какая модель мне бы понравилась больше. Я считаю, оба грузовика довольно интересные. Возможно, машина со сдвинутой назад передней осью выглядит более необычно, потому что таких вариантов было меньше, и эти грузовики реже встречаются на дорогах общего пользования. И сейчас эти модели продаются на вторичном рынке. Стоят они примерно так же, как и их первоначальная рекомендованная розничная цена. А вот я посмотрел в российских магазинах, некоторые модели от Neo в 64 масштабе стоят значительно дешевле, чем их первоначальная рекомендованная розничная стоимость. Если вы собираете подобную технику, то можете отслеживать российские интернет-магазины и иногда приобретать хорошие модели по значительно более низкой цене, чем их продавали изначально. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, и также вы можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.